Несмотря на то, что самолет является комфортабельным средством преодоления больших расстояний, перелет может доставить немало неприятных ощущений. И многие путешественники удивляются, когда им предлагают леденцы. Обычно это делают в начале или уже в конце полета. Многие не отказываются от таких приятностей, однако следует знать, что это вовсе не жест вежливости от компании, а необходимость. Во время полета самолет набирает очень большую высоту, к которой наш организм попросту не привык. Чем выше поднимается лайнер, тем ниже становится атмосферное давление, что не особо хорошо для организма. Обычно лайнеры преодолевают путь на высоте свыше 10 километров, и в салоне, конечно же, поддерживается не такое давление, как за бортом. Все дело в специальной системе, которая при взлете и посадке контролирует смену давления. Так, при поднятии лайнера выше 2 километров падение давления прекращается и сохраняется в этой же позиции вплоть до того, как самолет пойдет на посадку. На высоте от 10 до 14 километров давление в самолете соответствует такому уровню, как если бы человек оказался от 1500 до 2500 метров от земли. Ко всему прочему, в самолете поддерживается достаточно низкая влажность – до 20%, в то время как для комфортного самочувствия человека требуется 50%. Резкие перепады давления могут беспокоить как в начале, так и в конце авиаперелета. В момент набора высоты, а также когда самолет идет на посадку, артериальное давление у пассажиров становится выше. Появляется разница между внешним и внутренним давлением в полости уха. Привести давление в норму помогут частые глотания, которые и вызывают те самые леденцы. Леденцы раздражают вкусовые рецепторы языка и вызывают активное слюноотделение. Во время проглатывания слюны евстахиевы трубы приоткрываются, глотка сообщается со средним ухом, в результате чего давление нормализуется. Помимо конфет помочь может простое движение. Нужно открыть рот. Это убавит неприятные ощущения, а вот зажимать уши руками не стоит, не поможет. Кстати, рожденные в СССР могут вспомнить, что раньше перед началом полета стюардессы раздавали пассажирам леденцы взлетные, упакованные в бумажные фантики. Каждый пассажир мог взять неограниченное количество конфет. Иногда вместо взлетных леденцов давали мятные конфеты. Как правило, все болезненные симптомы проходят сразу же после посадки самолета. Если же подобные симптомы остались, это может говорить о воспалительном процессе в ушной полости, особенно если пассажир страдает простудным заболеванием. Сейчас многие авиакомпании отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что салоны современных самолетов имеют усовершенствованную систему регуляции давления, и уши у пассажиров почти не закладывает. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!